Приветствую вас на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Зашла к маме в гости, она накормила меня тушеной картошкой. Я сейчас не сразу поняла, с чем она. Но главное, что было очень вкусно. Может, я одна такая, кто ни разу в жизни так не готовил? Вот теперь приготовил и делюсь рецептом с вами. Ингредиенты произвольные, сколько съедите. Спасибо всем, кто делится моими рецептами в соцсетях. Предварительно подготовлю все продукты. Беру куриную печень, а именно она будет вместо мяса. Нарезаю ее небольшими кусочками. Кладу в тарелку, солю. Добавляю хмели сунели, перемешиваю, пусть маринуется. Шинкую лук. Морковь я использую свежемороженую, очень удобно. И крупными дольками режу картофель. Продукты подготовила. Наливаю в кастрюлю подсолнечное масло, кладу нарезанные вильки укропа, мне нравится их аромат, выкладываю лук и морковь, обжариваю их до готовности. Нагрев немного убавляю. В готовые овощи выкладываю печень. Обжариваю. В конце обжарки добавляю томатную пасту. Перемешиваю, наливаю горячую воду. Количество смотрите сами. Я не люблю густой картофель, поэтому воды наливаю столько, чтобы она покрыла мясо. Даю ей закипеть, кладу картофель и тушу его 20 минут. За 1-2 минуты до готовности добавляю лавровый лист, мелко рубленый чеснок и сухой укроп. Он дает больше аромата. Готовый картофель выкладываю. Подаю к нему маринованные шампиньоны собственного приготовления. Если интересно, как я их мариную, пишите в комментариях. Обязательно сниму видео. Сегодня у меня рецепт, который родился в далекие 90-е, когда с продуктами было туго, и единственное, что было в достатке, это овощи своего огорода. Плохие времена прошли, а вот рецепт прижился в нашей семье. Для приготовления нам потребуются следующие продукты. Картофель. Я его почистила и отварила в подсоленной воде. Маринованные огурцы. Лучше брать острые. Почистила и порезала мелкими кубиками. Лук мелко нашинковала. Морковь натерла на крупной терке. Томатная паста. Зубчик чеснока. 1 яйцо. Картофель разминаю. Добавляю сюда натертый чеснок, смесь перцев, немного свежего укропа и половинку яйца. Все хорошо перемешиваю, пока уберу. Наливаю на сковороду подсолнечное масло, выкладываю морковь, лук, накрываю крышкой, нагрев убавляю. В конце обжарки добавляю соль и томатную пасту. Обжариваю. Готовые овощи беру остывать. На разделочную доску стелю пищевую пленку. Выкладываю картофель, разравниваю, на середку кладу обжаренные овощи. И маринованные огурцы. Выделившись сок с огурцов, сливаю. При желании огурцы можно заменить солеными грибами. Тоже будет очень вкусно. С помощью пленки сворачиваю рулет. Противень смазываю маслом и выкладываю рулет швом вниз. Смазываю оставшимся яйцом и посыпаю сыром. Можно посыпать сухарями. И ставлю запекаться в разогретую духовку до 220 градусов на 30 минут. До золотистой корочки. Время и температуру смотрите по своей духовке. Готовый рулет вынимаю. Даю ему немного остыть. Разрезаю на порции и подаю к столу. К рулету можно подать овощной салат. Какой именно, смотрите на моем канале. Ссылка под видео. Я подаю к нему сметанно-чесночный соус и домашний кетчуп. Вот такой рулет получился. Поверьте, это очень вкусно. Хоть и использовались самые простые продукты. Хочу сегодня предложить картофель, фаршированный сельдью. Это простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо. Его можно приготовить как на обед, так и на ужин. И даже предложить в качестве горячего гостям. Картофель хорошо мою и отвариваю в подсоленной воде до полуготовности, примерно 10-15 минут. Готовый картофель слегка остужаю. Также нам потребуются следующие продукты. Сельдь, ее брать желательно пряного посола. Репчатый лук, я его мелко нарезала. Сметана. Яйцо, я возьму желток, но можно использовать целое. Картофель очищаю. Срезаю боковую часть и с помощью ложки удаляю сердцевину.
Картофель и сельдь можно пропустить через мясорубку. Я воспользуюсь блендером. Сначала измельчу сельдь, а затем добавлю сюда мякоть картофеля. В подготовленный фарш кладу лук, сметану, перемешиваю. Яйцо слегка взбиваю и добавляю в фарш. Если сельдь слабосоленая, то добавьте сюда соль. Массу хорошо вымешиваем. Начиняю картофель подготовленным фаршем. Для более устойчивости низу картофеля немного срежьте. Форму смазываю маслом, выкладываю подготовленный картофель, поливаю его оставшейся сметаной. Я немного развела ее водой. Ставлю в разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 15-20 минут. Готовый картофель выкладываю на порционную тарелку. Украшаю зеленым луком и горячим подаю к столу. Если у вас остался фарш, то не беда. Выложите его в формочку для кексов и поставьте запекаться. Тоже получится очень вкусно. Вот такое вкусное блюдо получилось. Попробуйте приготовить. Думаю, вам тоже понравится. Предлагаю в качестве закуски для праздничного стола приготовить картофельные шарики. Это очень вкусное грузинское блюдо. Вкусными они остаются даже на следующий день. Картофель чищу, отвариваю, еще горячим натираю на мелкой терке. Кладу в него 4 зубчика чеснока, репчатый лук, сок отжимаю, мелко рубленную петрушку и грецкие орехи. Орехи и лук я натерла на мелкой терке. Можно просто пропустить через мясорубку. Добавляю немного сливочного масла, перчу, солю. Все хорошо перемешиваю. Из готового фарша делаю вот такие шарики, размером с грецкий орех. Каждый шарик обваливаю в мелко рубленной петрушке. Укладываю на блюдо. До подачи на стол уберите в холодильник. Очень интересное сочетание картофеля и ореха. Но еще они очень-очень острые. Думаю, такая закуска придется многим по вкусу. Сегодня хочу предложить вашему вниманию фаршированный картофель, спеченный в духовке. На приготовление этого блюда уходит 30 минут. Такой картофель можно приготовить не только на ужин, но и подать на праздничный стол. Будет вкусно и необычно. Давайте готовить. Первое, что я делаю, хорошо мою картофель. Желательно потереть его железочкой для посуды. Наливаю воду и ставлю варить его в подсоленной воде. Количество зависит от того, сколько порций вы хотите получить. У меня 3 порции. Пока варится картофель, приготовлю фарш. У меня куриный, вы можете взять любой. Наливаю немного подсолнечного масла на сковороду, выкладываю фарш, слегка его обжариваю. Добавляю к нему мелко нарезанный лук, обжариваю. Солю, перчу. Добавляю немного молока. Если нет молока, то добавьте воду или бульон. Накрываю крышкой и довожу фарш до готовности. Когда жидкость выкипит, снимаю его с плиты и убираю остывать. Картофель сварился, сливаю воду и даю ему немного остыть. Затем разрезаю его пополам и вынимаю сердцевину. Вот так. Желательно, чтобы стеночки были не очень тонкими. Вынутый картофель разминаю в пюре. Добавляю немного молока. Картофель не солю, так как фарш хорошо посолен. Добавляю картофелю фарш. Мелко рубленый чеснок, зелень укропа. Все хорошо перемешиваем. Беру подготовленный картофель, заполняю его фаршем. И выкладываю на смазанный маслом противень. Картофель посыпаю сыром и ставлю в духовку на 220 градусов на 5 минут. Сыр должен расплавиться. Готовый картофель вынимаю из духовки, перекладываю в тарелку, посыпаю зеленью. Все, можно есть. При желании к нему можно подать сметанно-чесночный соус или домашний кетчуп. Получается такой картофель всегда очень вкусным. Думаю, что ваши домашние оценят это блюдо.
а вы его еще не раз приготовите. Спасибо всем, кто не забыл подписаться на мой канал и нажать на колокольчик оповещения, чтобы быть в курсе новых рецептов. Всего доброго, до свидания.